Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня мне захотелось с вами продолжить мою тему с драпировками. Я решила вернуться к своему недавнему видео от 18 января 2020 года, в котором я показывала фантазийное создание драпировки на груди. И вот эта драпировка, она многих заинтересовала, многим понравилась. И также она мне не давала покоя. Мне захотелось ее попробовать отработать на юбке. И вот что у меня получится, сейчас мы вместе с вами посмотрим. Для моего творческого процесса я приобрела макетную ткань, на которой мы будем создавать драпировку. Я взяла 2 метра, это атласная ткань для клиентов, подбираются дорогие ткани, более серьезный подход к выбору ткани. Но для творческого процесса, когда я эту ткань могу в любой момент разрезать или же на ней что-либо нарисовать, поставить какие-то насечки, метки, я покупаю простые ткани и с ними занимаюсь творчеством. Ну вот, к примеру, сегодня мне под руки попалась вот такая ткань, и мы на ней будем творить. Это будет юбка. Идея нашей драпировки и принцип остается такой же, как на блузе. Мы берем за основу долевой край нашей ткани. Я даже не стала снимать с него кромку, чтобы вы поняли принцип. Здесь я приобрела 2 метра ткани. Мне захотелось, чтобы эта юбка была длинная. Ну вот этот отрез мы делим на 2 равные части. И середину, наш перегиб, я прикрепляю к центру талии нашего манекена. Вот сейчас ставлю закрепку. Вот вы видите, кромка ткани остается, и я дальше фиксирую эту линию, фиксирую сбоку на боковом шве. Раньше я это все делала на плечевом поясе, теперь я переместилась на нашу талию. Далее я делаю поворот этой кромки. Вот она не прерывается, не разрезается по боку, по боковому шву нашего манекена. И закрепляю. Здесь можно еще дополнительно еще в одном месте мы закрепили. Вот мы видим, это длина нашего будущего изделия, нашей юбки. В принципе, длина может быть короче, может быть вообще в пол, но мне хотелось сделать чуть ниже середины икры такую вот юбочку. То же самое мы проделаем с этой стороны. На самом деле драпировка эта, она очень, принцип ее прост, но тем не менее она очень интересная. Вы сейчас поймете этот принцип, мы уже его проходили на блузе, он вам понравится, и вы захотите обязательно его где-либо себе сделать, отработать. Эта драпировка, она просто не давала мне покоя. То есть я вот чувствовала, что мне нужно к ней вернуться, потому что вот она прямо просилась: сделай со мной еще что-нибудь. Ну и вот мы закрепили наши бока. Что мы видим? Мы видим, вот здесь образовался объем ткани. Вот этот объем ткани с одной стороны
И точно такой симметрично объем ткани с другой. И вот этот объем я буду раскладывать в наши склады, в наш колосок заплетать. Причем количество этих склад зависит от вашего желания. То есть этот весь объем мы можем разбить на 2 склады. Мы можем разбить на 3 склады. То есть как нам захочется, так мы можем эту драпировку и создавать. И опять же, высота и место расположения драпировки тоже может варьироваться. Можно попробовать, как больше вам понравится, выше начать ее или ниже. То есть это уже, опять же, будет зависеть от вашего желания, настроения. Можно экспериментировать, и главное не бояться это делать. Приступаем. Значит, я задалась центром, но драпировку мне хочется сместить в бок. То есть не делать по центру, как это я делала на блузе, а мне хочется ее немножко разместить со смещением. Вот таким образом. Ну вот я буду выкладывать эту драпировку из 3 склад, поэтому я должна приблизительно вот чувствовать глубину этих наших склад. То есть я вот пораскладывать их, вот чтобы у меня первая наша склада, вот она была такого же размера, как и последующие. Тогда оно будет красиво выкладываться и смотреться. Вот весь этот мой объем. Видите, вот наш бок, вот он будет вот так падать, бок подолевой. И вот этот весь объем я сейчас с ним буду работать. Также, соответственно, и с этой стороны. То есть я по очереди, как прядь волос заплетаешь в колосок, тот же принцип. Я беру складочку. Причем я начинаю с левого бока, потому что у меня следующая складка пойдет справа. И правая сторона, как всегда, застежка, женская сторона справа налево. То же самое и складка справа будет как бы лежать сверху на левой. Ну, давайте попробуем вот здесь приколоть нашу первую складку. Вот я ее фиксирую. Давайте, наверное, вот так мы ее заколем. Вот прочитывается глубина нашей склады. И я сместила, я не по центру это дело, я сместила сюда. Может быть, сейчас захочется немножко передвинуть. Мы с вами посмотрим. То же самое я беру, вот я манекен, немножко его наклонила, чтобы было лучше для видео, для съемки. Вот я беру такой же объем склады. Вот этот наш объемчик, я его заворачиваю и вот распределяю ровненько, чтобы оно плотненько лежало. Мы даже вот так вот его и перекрываю нашим объемом. Сейчас мы еще подвигаем. Поднатянула это все. Причем складки вы должны чувствовать в руках. То есть вы вот прям не бойтесь плотненько, чтобы ничего лишнего. Вот плотно
натягиваем. И можем зафиксировать еще раз нижнюю. Я ее отколола. И потом вот таким образом. Ну вот как-то так. Тут даже уже вот оно падает таким интересным рисунком. Вот она сама заложилась и упала. Вот уже интересная юбка получилась. Такой оригинальный конус, кокетка. Такой вот интересный угол слева направо. То есть здесь могут быть пуговицы, может быть вот уже у нас есть от чего отталкиваться. Дальше наш объем. Вот он остался. Плетем вторую складочку. Опускаем ее пониже. Вот так. Ну и смотрим, что у нас останется на третью. Ну вот как-то так. Может быть и 4. То есть, но мне кажется, что 3. Начнем с 3. Может быть, потом захочется сделать и 4. Так. Вот следующую создаем складу. Так, соответственно, вот я зафиксировала. Вот наши 2 складки выложились. Теперь и последняя наша склада, 3. Так, вот к 3 складке переместились и смотрим на наш бок. Смотрим, чтобы он ровно не спадал. Не бойтесь своей драпировки, лишний раз ее погладить не помешает, чтобы складочки приняли свою форму. Они у нас по косой, вот косые направляющие, поэтому они так вот, в общем-то, мягко и хорошо выкладываются, несмотря на то, что атлас достаточно плотный. То есть я специально покупаю плотную ткань, чтобы потом я могла эту драпировку повторить из костюмных тканей, из чего-то более плотного. Ну что, и мы накрываем 3 нашей складкой с этой стороны. Вот. Если вы видели мое видео драпировка на блузе, которая вот в районе груди по центру размещалась, то там я подробно рассказывала, как вот эти все лишние наслоения убираются, сколько нужно оставлять припуски. То есть все это мы делали на блузе. Здесь в данном случае тот же принцип. Поэтому сейчас в правом верхнем углу и под нашим видео появится ссылочка на эту блузку. Вот ссылочка на драпировку на блузе, где подробно я рассказывала, как это все нам фиксировать, где ставить меточки, как откладывать припуски, так чтобы вырезать вот лишнее наслоение, оно нам не нужно.
оно как бы этот лишний объем не нужен. У нас он убирается и остается вот здесь, вот это все лишнее снимается, и у нас остается вот здесь вот или же клин, или же склада. То есть это все, или же вот так вот она диагонально будет ниспадать. То есть здесь я буду оставлять ровный низ. По переду я буду все срезать. Мало того, у меня с вот этой части, вот у меня здесь по длине 2 метра ткани. И вот здесь получается 2 части нашей спинки. Поэтому здесь мы понимаем, что у нас будет, несмотря на то, что такая интересная драпировка, сложная визуально, но на деле вы убедились, настолько она как бы просто и легко создается. У нас еще остается достаточно ткани для того, чтобы это была спинка полноценная нашей юбки. И я больше чем уверена, что если все это вот убрать, то у нас может быть и платье. То есть верхняя часть нашего лифа, бретели, сарафан. То есть достаточно 2 метров на, не просто на юбку, но и на верхнюю часть платья. То ли это будет лиф на бретельках, то ли это будет лодочка с небольшим рукавчиком. То есть я больше чем уверена, что вот из вот этого всего выпада нам хватит на полноценное изделие. На мой взгляд, соединять драпировку на груди и драпировку на юбке нет необходимости, потому что это будет изделие перенасыщено. Но так, чтобы драпированный верх и гладкий низ, или же наоборот драпированный низ и гладкий верх, достаточно шикарно и замечательно может получиться. Вот мы с вами увидели нашу драпировку. Конечно же, для вот этой всей конструкции необходимо будет сделать подъюбник, продублировать 2-й слой нашей юбки, на который необходимо будет сделать закрепочки под нашими складками, так чтобы наша драпировка не потеряла своего внешнего вида. Хотя она вот даже на нескольких булавочках, эта конструкция такая как структура самонесущая. То есть в верхней части вот здесь на талии у нас просто излом формы. Здесь начинаются наши лучи. Здесь вообще не нужно ничего фиксировать. Вот это как такие 3 кокеточки. А уже вся фиксация происходит вот в нашем плетении. Можно немного пригладить, дать направление утюгом. Вот это все. Вот эта вот объемность, вот эта рельефность, она создает красоту. Потому что при таком гладком, ровном боку вот такой вот красивый пошел интересный объем нашей драпировки. Ну, опять же, в дальнейшем можно чуть-чуть снять с нашего животика вот здесь вот. То есть тут уже сажать на конкретную фигуру. Вот, то есть это уже следующий этап. В данном случае мне захотелось поделиться с вами вот именно своей идеей. Так же красиво, как она звучала на блузе, она прекрасно, по-новому, по-своему звучит на юбке. Можно ее сделать симметричной по центру, но мне захотелось такое вот небольшое смещение. Но можно опять же выше, ниже, может быть большее количество склад. То есть надо пробовать. Вот
наша элегантная, красивая юбка. Вот сейчас я хочу замерить длину нашего изделия по боку. Вы сейчас посмотрите вместе со мной. Длина нашей юбки получается 75 сантиметров. Ну вот в готовом виде 73 сантиметра. То есть это такая полноценная, красивая длина ниже колена. Опять же, мы можем сделать и вечерний вариант, там, допустим, выпускное платье с таким низом. Тогда, соответственно, нам придется добавить, сейчас я вам скажу, сколько метража. Так, ну вот до пола 25 сантиметров, то есть нам надо добавить полметра. Это, соответственно, не 2 метра, а 2,5 или даже 3 метра купить. И будет вот такое чудесное, длинное вечернее платье или длинная такая коктейльная красивая юбка в пол. Вот с этой драпировкой. Еще раз хочу повториться, что как я убирала вот эти все наслоения, все это есть подробно, достаточно конструктивно в моем видео от 18 января 2020 года. Поэтому ссылочка будет под моим видео, вы сможете посмотреть и во всем разобраться. Друзья, мне моими творческими экспериментами, моими драпировками очень хочется вас вдохновить на вот этот вот процесс чудесный. Хочется сказать, чтобы вы не боялись драпировок, что это абсолютно несложно. Каждая драпировка постижима. Здесь нет чего-то такого из ряда вон невозможного. Я буквально на глазах у вас повторила с абсолютно ровного куска ткани, с полотна, вот эту драпировку. У меня появился с одной стороны объем и с другой. И я его заложила в этот колосок. Хотя можно с этим объемом творить всевозможные чудеса. То есть творите, экспериментируйте. Это чудесно. Творчество безгранично. В этом его и прелесть. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас всегда у себя в гостях на канале Мода с Владанной. До новых творческих встреч. Также вот сейчас буквально в конце нашего видео я представила эту драпировку не попереду юбки, а сзади по центру вот с таким шлейфом. То есть она просто просится буквально каждую секунду. Делайте со мной что угодно. Я ваша.